Уважаемые коллеги, уважаемый Александр Николаевич, друзья, я приветствую всех участников и гостей 35-го съезда Российского союза предпринимателей и промышленников. Это событие традиционно объединяет собственников, руководителей крупнейших отечественных компаний и, конечно, привлекает внимание всего делового сообщества страны. Но мы с некоторыми или со многими присутствующими в зале регулярно встречаемся, обсуждаем наиболее злободневные темы для ваших компаний. Кто-то работает напрямую и постоянно с правительством Российской Федерации, с работниками администрации. Поэтому мы все, что называется, в материале. Ничего, честно говоря, такого революционного я вам не сообщу, но тем не менее Александр Николаевич считает целесообразным такие встречи. Они не часто происходят вот в таком формате большом, все-таки проводить. И, наверное, в этом есть какой-то смысл, чтобы затвердить определенные реперные точки. А формат съезда действительно позволяет обсудить актуальные вопросы, которые играют важную роль для ведения бизнеса, для улучшения инвестиционного климата, а также сформулировать идеи, обозначить ориентиры дальнейшего взаимодействия государства и деловых кругов. Такой конструктивный диалог, нацеленный на результат, налажен у нас и с Союзом промышленников и предпринимателей, с другими объединениями, и с одной стороны, а с другой стороны с органами власти, с институтами гражданского общества. Он, что называется, прошел испытания временем. Александр Николаевич сейчас только упоминал некоторые события, когда мы интенсивно вместе работали, в том числе в непростые годы конца прошлого века и в ходе перезапуска отечественной экономики в начале нового столетия. Доверительное, обстоятельное сотрудничество государства и бизнеса особенно значимо сегодня, когда во всем мире на глобальных рынках резко вырос уровень неопределенности и даже стресса. Но мы все хорошо знаем события еще с 2014 года, когда мы были вынуждены, Россия была вынуждена, нас заставили, я много раз об этом говорил, предпринять все необходимое для защиты наших людей. Тогда вот в Крыму, позднее на юго-востоке Украины в целом, но после этого последовали незаконные санкции. Они незаконные, хочу подчеркнуть, потому что они никогда не подтверждались решениями Организации Объединенных Наций. Ну а вот теперь еще и вооруженный конфликт на Ближнем Востоке вносит все более заметный вклад в ситуацию сегодняшнего дня и приносит значимый ущерб международным логистическим, производственным и кооперационным цепочкам. Под ударом оказались целые отрасли, связанные с добычей и переработкой углеводородов, металлов, с выпуском удобрений, многих других товаров и товарных позиций. Последствия конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, что те, кто вовлечены в конфликт, они сами ничего не могут спрогнозировать. Но для нас это еще сложнее. Но тем не менее мы должны жить в тех условиях, в которых происходят обозначенные события. Правда, звучат уже оценки, что их можно сравнить с эпидемией коронавируса. А она, напомню, резко затормозила развитие всех, без исключения регионов и континентов. Не случайно сейчас была проведена параллель с недавней эпидемией. События, с которыми сталкивается мировое сообщество в последние годы, показывают, что потрясения в торговой, инвестиционной сферах, в международных отношениях в целом происходят все чаще и чаще, становятся новой реальностью, сопровождают переход всей глобальной экономики к новому состоянию. Чтобы ответить на вызов времени, Россия должна быть что? Сильной. Мы с вами с глазу на глаз постоянно об этом говорим. И единой в понимании своих национальных интересов, в решении текущих задач, которые стоят перед нами, в достижении стратегических целей развития. Несмотря на объективные трудности и искусственные ограничения,
введенные против нашей страны, нам удается сохранять макроэкономическую стабильность, добиваться устойчивой и предсказуемой динамики инфляции и безработицы. Вместе с деловым предпринимательским сообществом мы работаем над обеспечением экономического роста и решением социальных задач. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить членов РСПП, коллективы ваших компаний и предприятий за весомый, каждодневный вклад в укрепление потенциала России, за содействие в развитии региона. И, конечно, за поддержку наших ребят, наших героев, участников специальной военной операции и членов их семей. Я знаю, что многие из вас этим занимаются и держат этот вопрос на постоянном контроле. Спасибо вам большое за вклад в экономическое возрождение Донбасса и Новороссии. И вновь подчеркну, именно такое партнерство необходимо для ответа на нынешние экстраординарные вызовы, для выхода на траекторию устойчивого долгосрочного роста отечественной экономики в условиях глобальной трансформации, которая не только создает угрозы, но и открывает возможности, прежде всего, для экспортеров. Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадят, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты. Я уже где-то говорил публично, хочу сейчас в этой аудитории еще раз подчеркнуть. Нужно сохранять благоразумие. Если сегодня рынки качнулись в одну сторону, завтра они могут измениться в другую. Здесь люди очень грамотные, с хорошим опытом. Здесь нет в этой аудитории случайных людей. И вы это прекрасно понимаете. А значит, необходим умеренный консерватизм и умеренный консервативный подход. Как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах. И мы обязательно будем его придерживаться в бюджетной системе, выполняя обязательства перед гражданами страны. При этом, подчеркну, важно сохранить вектор поступательного развития страны, повышать конкурентоспособность отечественной экономики, делать более сильными позиции отечественных предприятий, компаний как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Для этого необходимо укреплять собственный суверенитет. Думаю, теперь уже ни у кого нет сомнения, что значит в современном мире суверенитет, чего он стоит и какие последствия возникают у тех стран, которые от этого суверенитета добровольно когда-то отказались, полагая, что так будет спокойнее, так будет дешевле жить и можно будет создать лучшие условия для развития экономики, да, и социалки в том числе. Нет. Мир устроен иначе. Без суверенитета защитить свои фундаментальные интересы невозможно. Причем это касается всех направлений, включая развитие транспортной, логистической, финансовой инфраструктуры, национальные проекты с соответствующими задачами, как вы знаете, мы запустили. Отдельно отмечу, в современном мире на глобальных рынках успешен тот, кто вкладывает в технологические инновации, постоянно работает над повышением своей эффективности на качественно новом уровне. Александр Николаевич тоже упоминал сейчас об этих направлениях. Я два слова сейчас скажу тоже об этом. Мы будем и дальше стимулировать вложение бизнеса в модернизацию предприятий, производственных мощностей на собственной технологической базе. Особенно поддержим внедрение решений в 3 ключевых сквозных технологиях. Это искусственный интеллект, автономные системы и цифровые платформы. В этой работе есть пространство для сотрудничества и с иностранными партнерами, с иностранными государствами, в том числе из быстро растущих регионов мира, АТР, Юга Евразии. Планируем развивать такую кооперацию, тоже сейчас прозвучало об этом, прежде всего по линии БРИКС.
Совсем недавно, в феврале, был создан Национальный комитет по вопросам делового сотрудничества в рамках БРИКС. Я знаю, да, сегодня должно было пройти первое его заседание, да? Вот. И я призываю коллег из российского бизнеса, членов РСПП, активно подключаться к работе комитета. Вместе готовить предложения по развитию экономических связей внутри БРИКС. По запуску новых современных проектов с партнерами в науке, инновациях, промышленности, сельском хозяйстве, инфраструктуре и логистике. Конечно, для финансирования капитальных вложений важно повышать доступность кредита и других инструментов. Все мы об этом хорошо знаем, включая венчурные механизмы и возможности фондового рынка. Правительство вместе с Центральным банком последовательно продвигается в этом направлении. Предложения делового сообщества здесь, естественно, востребованы. Для наращивания инвестиций, для расширения пространства деловой инициативы мы продолжим снижать издержки предприятий и организаций, снимать административные барьеры, о чем мы постоянно говорим, в том числе имея в виду и использование электронных сервисов. Так, за последние 5 лет оптимизировано и оцифровано получение более 400 лицензий и разрешений. Эти процедуры стали проще и удобнее, а их сроки в среднем сократились более чем в 2 раза. Но все-таки это хороший показатель. Кстати, такую же дебюрократизацию и снижение бумажной нагрузки необходимо провести и в бюджетной сфере. В здравоохранении, образовании предстоит оптимизировать отчетность и другую документацию, чтобы врачи, учителя, педагоги могли больше времени уделять пациентам, ученикам, студентам. Но мы тоже часто об этом говорим, да, Татьяна Алексеевна? Постоянно. И движение все-таки есть, оно заметное. Но, конечно, надо отдать должное, заметнее всего это происходит по Москве. На основе передовых технологических решений меняется и система контроля и надзора. С 2019 года здесь создано, по сути, новое регулирование с едиными правилами и принципами. Цель – сделать сферу контроля и надзора более прозрачной и эффективной. Все этапы проверок оцифрованы, отражены в информационной системе. Их количество сокращается, а эффективность растет. При этом смысл проверок принципиально меняется. Если раньше контрольные органы искали нарушения, то сейчас задача предотвратить эти нарушения, в том числе применяя искусственный интеллект. Обращаю внимание коллег, в этом и заключается суть риск-ориентированного подхода, как элемента современной глобальной конкурентоспособной экономики. Уже не раз говорил о прогрессе России в международных рейтингах ведения бизнеса. Причем это не только экспертные оценки, но и мнение самих предпринимателей. Насколько удобно развивать свое дело в России, работать на наших рынках. Тем не менее, нужно постоянно совершенствовать деловую среду. И мы подходим к этой работе системно, при участии РСПП и других деловых объединений. Так, правительство уже утвердило национальную модель целевых условий ведения бизнеса на горизонте 2030 года. Она включает основные направления действий, что конкретно нужно предпринять на законодательном, политическом уровне для упрощения работы компании, для улучшения инвестиционного климата. Первые результаты национальной модели рассмотрим скоро, перед очередным Петербургским международным экономическим форумом. Там же обсудим и формирование единой системы сопровождения инвесторов. И речь идет о всесторонней, профессиональной поддержке как отечественных, так и иностранных инвесторов на всем жизненном цикле проекта с активной ролью нашей ведущей корпорации развития ВЭБ-РФ. Что хотел бы еще добавить? Сегодня в фокусе внимания собственников, акционеров бизнеса все больше находится забота об экологическом благополучии городов и регионов, качестве жизни сотрудников компании, благоустройство территории. Знаю, что многие из вас занимаются этим на системной основе, и хочу вас за это поблагодарить. Это очень важная составляющая нашей совместной работы и жизни всей страны.
РСПП регулярно подводит итоги национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса». Знаю, что число ее лауреатов растет, а значит стремление менять жизнь к лучшему не только в рамках своих предприятий, но и вокруг них все шире входят в деловую практику. Я поздравляю победителей премии и отмечу, что инициатив, которые приносят реальную пользу людям, должно быть еще больше. И в этой связи напомню, что у нас реализуется проект по сохранению объектов культурного наследия. Усадеб, исторических зданий, домов. К 2030 году предстоит восстановить и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 1000 таких объектов, вдохнуть в них новую жизнь, в уникальные памятники архитектуры и искусства, сберечь их для будущих поколений. Тоже просил бы вас обратить на это внимание и принять участие в этой работе. Там деньги копеечные, а результат может быть значимым для культуры страны, для ее будущего. Спасибо. С текущего года во всех регионах запущена программа льготного кредитования таких проектов. Предлагаю пользоваться этой возможностью как субъектом малого и среднего предпринимательства, так, конечно, и представителям крупного бизнеса, особенно в регионах присутствия тех или иных предприятий. При этом прошу правительство, веб и коллег на местах гармонично встроить сопровождение проектов по восстановлению объектов культурного наследия в систему регионального инвестиционного стандарта. Такие стандарты, напомню, внедрены во всех субъектах Российской Федерации. Уважаемые друзья, Россия – страна с богатейшей историей, и всегда, во все времена, залогом уверенного движения вперед служило единение нашего общества. Совместная усердная работа над тем, чтобы сделать страну крепче, устойчивее, сильнее с точки зрения экономического потенциала. Нам нужно, чтобы в экономике России запускались не только крупные масштабные проекты, значимые для целых отраслей, но и небольшие, но важные инициативы, чтобы владельцы предприятий, компаний, их трудовые коллективы видели долгосрочные перспективы своей работы, были открыты к технологическим новациям и стимулировали их внедрение, могли конкурировать как на собственном рынке, так и за рубежом. Вместе с вами мы будем делать все для решения этих задач, чтобы добиваться успеха в развитии отечественной экономики, а значит и в развитии всей нашей страны. Хочу вас поблагодарить за вашу работу, передайте самые наилучшие пожелания и слова благодарности вашим трудовым коллективам. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, на этом съезд РСПП, 35-й съезд, считается закрытым. Да, хочу поздравить Александра Николаевича с переизбранием. Мы с ним регулярно встречаемся. Это вот он отрабатывает ваше доверие. Встречаю Владимира Владимировича, сказал, еще 5 лет буду доедать. Спасибо вам большое.